Что дороже, жизнь или правда? Бывают моменты, когда выбор между ними не абстракция, а реальность. Сегодня вы услышите историю о человеке, который лишился всего, но не предал свое слово. Случалось ли вам говорить правду, даже тогда, когда за нее приходилось платить болью? А если бы за правду нужно было отдать все? Власть, честь, семью, самого себя? Что бы вы выбрали? Истину или спасение? Его звали Харичандра, царь, чье имя в Индии произносит с благоговением уже 1000 лет. Он был правителем из рода Солнечной династии, той самой, из которой позже родился Господь Рама. Но помнят его не за победы и не за богатство. Его помнят как человека, который не предал правду, даже тогда, когда честность стоила ему всего в этой жизни. В небесном мире богов мудрецы и царь богов Индра обсуждали Харичандру. Его называли царем истины, и слава о нем доходила даже до миров, где не ступала нога смертного. Мудрец Вишвамитра, известный своей бескомпромиссностью и принципиальностью, сказал: «Любой человек чист, пока жизнь течет спокойно, но лишь испытание болью и потерей покажет истинную преданность слову». Между мудрецами и богами завязался спор. Вишвамитра поклялся, что испытает Харичандру так, как не испытывал никого. Вишвамитра явился во дворец Харичандры и с помощью силы Майи сплел цепь событий, вынуждающих царя отдать ему все царство. При этом он потребовал дакшину, плату за проведенную ягью, и дал на это ровно 1 месяц. Но Харичандре уже ничего не осталось. Покинув свой дворец, Харичандра больше не был царем, лишь человеком с пустыми руками. Вместе с верной женой и маленьким сыном он отправился в скитание. Шло время, но Харичандре никак не удавалось собрать обещанную сумму. Чтобы достать золото, он решился на немыслимое. На городской площади, на аукционе, он продал собственную жену и собственного сына в рабство. Прощание с любимыми тяжело ранило и надломило его. Но он молчал, потому что слово дороже боли. Прошли месяцы. Харичандра теперь сам нанятый сторож в крематории. Получал жалкие монеты за каждое погребение. Однажды, в один из знойных дней, он увидел, как к воротам крематория идет женщина, еле живая, с потухшим взглядом. На руках она несла бездыханное тело мальчика. Это была его жена, а на ее руках их сын, который умер от укуса змеи. Раны судьбы рвались кровоточить, но Харичандра сжал сердце в кулак. Закон один для всех. Он не имел права похоронить тело без оплаты. Таков был его долг, его клятва, его истина. Он тихо произнес слова, которые отдавали болью в каждом нерве. Закон один для всех, даже для нас с тобой. Жена опустила глаза. Она знала, у нее нет монет, но она также и знала, что муж не переступит свою клятву. Между ними стояла не стена боли, а сама истина. В этот миг земля и небо дрогнули. Мудрец Вишвамитра, наблюдавший за каждой секундой этих испытаний, вышел из тени. Вместе с ним спустились и боги во главе с Индрой. «Довольно», — сказал Вишвамитра. «Ты прошел все, Харичандра. Даже боги меркнут перед твоей праведностью и верностью слову». Он вернул царю жену, сына, живого и здорового, все царство и даровал ему все свои заслуги аскезы за 60 000 лет, а его имя стало бессмертным на земле. Истина – это не то, что легко говорить. Истина – это то, за что ты готов отдать все. Харичандра доказал, быть праведным значит быть живым, даже если кажется, что ты умер. Ложь умирает, а истина остается навсегда. Поставьте лайк и подпишитесь, если эта история отозвалась в вашем сердце. Поделитесь ею с теми, кто сейчас стоит перед трудным выбором в жизни. Следующая история – другой герой, другая эпоха и новая грань вечной мудрости. До новых встреч!